Всем добрый день! Сегодня будем шить вот такой интересный топик. Кроется очень легко и шьется очень быстро. Эту розочку можно развязать, и будут вот такие просто завязочки. Если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной, будем шить вместе. Шить я буду на манекен. И мерочки буду снимать, разумеется, с манекена. Вот у нас грудочка. Сначала делаем построение спиночки. От хребта до серединки вот туловища, где проходит у нас шов боковой. 19 сантиметров. Сразу прибавляю на шов и пишу 20 сантиметров. Верхняя часть. Это у нас боковая часть спиночки. Этот пунктир обозначает, что здесь ткань сложена. Вот сантиметров 14 будет достаточно. Вверху шовчик подгибка и внизу. Примерно 16 сантиметров. Манекен у меня 42 размера, но так как впереди у нас завязки и можно сделать их длинными, поэтому эти мерочки могут подойти на 42, на 44 размер. Если у вас такие размеры, так что можете кроить по этим мерочкам и не ошибетесь, все у вас будет правильно. Замеряем внизу 16 плюс шовчик 17 сантиметров. Если у вас размер большой, то здесь, конечно, надо сделать выточку. У нас маленький размер, выточку можно не делать. Вот у нас спиночка готова. Так, какие у нас будут завязочки? Здесь у нас будет присборка, поэтому здесь должно быть больше, чем здесь. Здесь 16, здесь примерно также 16. Ну а здесь прибавим примерно сантиметров 5, я думаю, будет достаточно. 21 сантиметр. Так, определяем длину. Ну, 25. 25. И вот такие примерно завязки. Ну, сантиметров 35 надо прибавить на завязки. Итого 60 сантиметров. Для такой модельки ткань надо взять натуральную, потому что этот топик будет носиться в жару. У меня штапель. Вот ткань сложили в 2 раза. Так проходит долевая нить. Вот смотрим на наш рисуночек. 20 сантиметров. Откладываем. Спиночка готова. Выкраиваем завязочки. Откладываем 21 сантиметр, в длину 60. Находим серединку 10,5. И по этой серединке откладываем длину 60 сантиметров. Так, замерила от бокового шва до наивысшей точки груди. Примерно 17 сантиметров. Вот эти 17 сантиметров будут вот так по прямой. А потом вот так по плавной линии. На нет. Здесь не совсем на нет, как я сказала. Мы же будем ткань подгибать, подстрачивать. Здесь примерно 2 сантиметра. Так, с чего мы начинаем? Прострачиваем вспомогательную строчку здесь, здесь и стягиваем
до величины 16 сантиметров. Так, прострочила. Стягиваю за нижнюю ниточку, там где изнанка. Строчим всегда, чтобы лицевая сторона была вверх. Чтобы было легче стянуть, верхнюю ниточку надо сделать послабее. По центру присборочка пусть будет сильнее, по краям слабее. А здесь вот сантиметра по 1,5, по 2 я вообще не прострачивала и поэтому стягивать не буду. Прикладываем спиночку, смотрим, сколько еще нам стянуть. Совсем чуть-чуть. Накладываем лицевая к лицевой и пришиваем эти две детальки. Строчить будем за строчку, чтобы эта вспомогательная строчка была не видна. Для удобства можно сметать или сколоть иголочками. В начале и в конце делаем закрепки. Вот так у нас получилось. Теперь эти срезы надо обметать оверлоком или зигзагом. Вот так у нас получилось. Не поверите, но вся сложная работа уже у нас сделана. Теперь надо подогнуть и отстрочить верхний и нижний слой. Подгибаем примерно на 0,4, 0,5. И второй раз подгибаем на миллиметрик больше. И отстрачиваем. Так, одну сторону отстрочили. Неважно, вверх это или низ. Отстрачиваем вторую. Подгибаем, как я говорила, примерно 0,4-0,5. И второй раз подгибаем на миллиметр или 2 больше. Обязательно делаем здесь хорошую закрепочку. А потом этот лишний хвостик мы просто отрежем. Выкраиваем две бретельки длиной по 40 сантиметров, шириной по 3,5 сантиметра. Подгибаем вовнутрь, складываем и отстрачиваем. Можно прострочить и с другой стороны также. Осталось только пришить бретельку. Вот на изнаночную сторону наложили. Значит, по спинке, от центра спинки 8 сантиметров. На завязках от бокового шва 8,5 сантиметров. Чтобы эта меточка совпадала с серединкой ширины бретельки. Отстрочили, отгибаем и прострачиваем еще раз. По краю уже здесь капитально пришиваем с закрепкой. Вот так у нас получается. Здесь срез закрыт, все аккуратненько. Топик наш готов. Отглаживаем и будем одевать на манекен. Я бы назвала не просто топик, а топик бюстье, потому что именно на бюст. Я думаю, можно на море, на речку его одевать вместо верхней части купальника. Вот такой топик у нас получился. Завязки длинные, это говорит о том, что этот топик будет впору и на более большой размер. Сбоку все идеально. Аккуратная спиночка.
Надеюсь, мое видео вам пригодится. Также эту розочку можно завязать. Вернее, с этих завязок сделать розочку. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.